Друзья, привет! Я начинаю гайд по моду Ender.io на версии 1.12.2. Этот мод интересен в первую очередь с точки зрения переработки ресурсов, с точки зрения транспортировки предметов и жидкостей. Здесь появляются свои удобные фермы. Здесь есть электрический спаунер, с помощью которого мы можем делать мобофермы и многое-многое другое. Изучение этого мода давайте начнем с механизмов, которые я разделил на несколько групп. И выделил отдельную группу особо полезных механизмов, по которым я буду снимать отдельные видео. Это создатель, фермерская станция, электрический спаунер, обелиск опыта, пространственный приемопередатчик, киллер Джо и зачарователь. Сейчас же давайте рассмотрим остальные механизмы. Давайте начнем с генераторов. В этом моде вводится своя энергия, которая, кстати говоря, совместима с другими модификациями, которые работают на RF энергии. Это, например, Draconic Evolution, Thermal Expansion, Applied Energetics, Solar Flux Reborn и так далее. Значит, энергию можем производить с помощью, например, такого простого генератора Стирлинга. Вот его крафт. Можно с помощью его продвинутой версии генератора Стирлинга, с помощью генератора внутреннего сгорания, вот его крафт. Есть улучшенная версия генератора внутреннего сгорания. Есть генератор на лаве. Есть зомби-генератор и его улучшенная версия Франк зомби-генератор. Есть генератор края, который работает на росе пустоты. И, соответственно, здесь вводятся свои такие вот солнечные панельки. От самой простой, которая генерит 10 единиц тик, до самой мощной, которая генерит 160 единиц тик. Вот, соответственно, крафт у самой простой. Вот у более продвинутой. Вот у продвинутой. И, соответственно, у вибрирующей. Вот, в качестве крафтов у всех используются такие вот фотогальванические пластинки. Они производятся в заводе сплавов. Значит, давайте рассмотрим, как у нас производится энергия. Поставим такой вот генератор Стирлинга, это самый простой механизм. Работает он на каких-то твердых горючих материалах, типа угля, там дерева и так далее. Кладем сюда уголь и видим, как у нас начинает генериться энергия. Наше внутреннее хранилище быстро накапливается. Эту энергию мы можем передавать к другим механизмам, либо ставя предметы, которые потребляют вплотную к генератору, либо с использованием, соответственно, труб из этой модификации энергетических, но мы будем их рассматривать в отдельных видео. Так, давайте дальше посмотрим на как работает у нас генератор внутреннего сгорания. Он работает уже на каких-то горючих жидкостях. Так, если, как мы видим, здесь уже требуется какой-нибудь конденсатор. Значит, здесь в модификации есть три вида конденсаторов. Это основной конденсатор, двухслойный и восьмислойный. Каждый из них различается, соответственно, по возрастанию, по скорости работы, либо по увеличению радиуса работы механизма. Особенно это актуально в случае с фермой. Также увеличивается еще и хранилище энергии. Я для демонстрации буду использовать такой вот восьмислойный конденсатор. Рассмотрим, как работает такой вот генератор внутреннего сгорания на жидкостях. Вставляем сюда конденсатор. Все, и нам нужно теперь залить жидкости. Чтобы узнать, какие жидкости мы сюда можем заливать, нажимаем кнопку «Показать рецепты» и видим, соответственно, различные жидкости, да, комбинации. Это может быть у нас, например, биогаз из мода Industrial Craft и вода. То есть могут быть жидкости из различных модификаций, которые у вас установлены в сборке. Вот здесь у меня еще есть разжиженный уголь из Thermal Foundation, например, да, молотый лед из Forestry и так далее и тому подобное. Целая куча возможных вариантов. Вот, давайте я попробую залить сюда воду и ведро сырой нефти из Thermal Foundation. Так, раз, два. И у нас начала генериться энергия. Все, вот видим, как она поступает во внутреннее хранилище. Так, далее давайте рассмотрим Lava Head Exchanger, то есть генератор на лаве. Так, он у нас работает, соответственно, также вставляем сюда конденсатор какой-нибудь, да, и он работает на лаве. Заливаем сюда лаву, вот, и через какое-то время у нас здесь происходит нагрев и начнет производиться энергия. Вот,
Насколько я понимаю, соответственно, это у нас принцип работы основан на охлаждении лавы. Через какое-то время у нас здесь будет формироваться вот либо булыжник с камнем, либо обсидиан. Однако предостерегается здесь вот в описании к этому предмету то, что наш механизм не должен перегреваться. Охлаждать его можно, размещая рядом лед, либо какие-то охлаждающие жидкости, наподобие воды, то есть вокруг. Такой вот вариант производства энергии. Еще есть зомби-генератор, вот его продвинутая версия, они оба питаются на дистиллятах. Значит, на питательных дистиллятах. Питательный дистиллят получается в чане, но об этом мы поговорим попозже. Заливаем сюда такой вот питательный дистиллят, кладем сюда конденсатор и видим, что у нас начала производиться энергия. Питательный дистиллят производится с помощью какой-то, например, сельскохозяйственной продукции, да. Все-таки я покажу, наверное, какие возможны здесь варианты. Вот, например, курятина там с грибами. И воду заливаем в чан, и, пожалуйста, поехал такой вот питательный дистиллят. То есть, если у вас много какой-то продукции с ферм идет, как вариант, можно использовать такой вот зомби-генератор для производства энергии. Так, далее есть такие солнечные панельки, да, ну, принцип простой, ставим, соответственно, в солнечное время у вас будет производиться энергия. В этой модификации, естественно, есть свои хранилища для энергии. Их всего здесь вот 3 типа. Это основной блок конденсаторов и вибрирующий блок конденсаторов. Различаются они по емкости, соответственно, от 1 до 25 миллионов единиц энергии. Вот, допустим, мы берем такое вот хранилище, какой-нибудь, например, производитель, да, тот же генератор Стирлинга. Сейчас мы здесь начнем производить энергию, да, ставим такой вот конденсатор впритык. Видим, что здесь у нас энергия поступает. И кроме того, вот таким зелененьким цветом нам подсвечивается скорость передачи энергии. Вот, видим, что сейчас передается 30 единиц в тик. Ну, собственно, это равно мощности вот этого генератора. Что интересно, если мы такой генератор с накопленной энергией сломаем, то энергия внутри него сохранится. Можно спокойно с одного места на другое переставлять. То есть это может в каком-то смысле использовать как переносной источник энергии. Далее еще есть связанный с энергией такой датчик энергии. Он показывает, сколько энергии у нас в механизмах. Ну, к примеру, тут же попробуем сейчас простой генератор поставить, да. Вот. Кладем сюда уголь. Ну, давайте поставим сперва такой вот. Раз. И тут появляется у нас такая панелька. Можно еще какой-нибудь механизм, да. И вот с этой стороны, где у нас установлена вот этот датчик энергии, у нас появляется такая вот панелька. Кладем сюда уголь. И видим, как у нас накапливается энергия. Довольно удобно с точки зрения визуализации, если вам это необходимо. Довольно прикольно. Так, далее. Значит, у нас есть тут жидкостные хранилища. Это от самого простого такого жидкостного резервуара до более продвинутых под давлением, все резервуаров. И наиболее интересным, мне кажется, такой вот крае-резервуар. Вот. В прошлой версии 1.7.10 он назывался, по-моему, просто резервуар. Его фишка в том, что мы можем сделать такую вот конструкцию, например, 2 на 2 блока. Заливаем сюда воду. Вот раз. Можно сюда даже вот так вот 2 вниз прольется. Видите, оно дальше само наполнится. То есть это, по сути, такой, получается, колодец. Дальше мы эту воду спокойно можем другими модификациями откачивать или трубами из этого мода. И куда-нибудь себе там в хранилище передавать. То есть это будет у нас являться таким бесконечным источником воды. Колодец. То есть крайне рекомендую присмотреться к такой штуке. Очень полезно, если вы строите какие-то там фермы, например, где нужно подавать воду автоматически. Очень полезная штука. Далее, на версии 1.12.2 появилась такая штука, называется Zeniart. Но правда в описании сказано, что это какое-то, как я понимаю, временное название и скорее всего это переименуют. Фишка вот этого механизма в том, что оно наоборот разливает воду. То есть не хранит, а разливает. Также требует конденсатор. Давайте подключим. Так не получается. Давайте вставлю. Заливаем сюда воду. Вот. Вроде как не требует энергии, но сейчас проверим. Так, наверное, все-таки требует. Я буду использовать такой вот творческий конденсатор. Ставим сюда. Да. Вот. И у нас, видите, эта вода разливается вокруг. Честно, не знаю, какое полезное применение здесь можно найти. Ну, скорее всего, если вы хотите какое-то озеро создать, там, ставить такой резервуар, да, который мы сейчас вот рассматривали, соединяете, там энергии запитываете, и у вас там начинает формироваться как бы вода. Ну, как вариант, например, да. Или, может быть, вам какую-то жидкость откуда-то надо разлить.
Вот, ну, такая интересная, но, на мой взгляд, довольно бесполезная штучка. Так, далее. Так, далее. У нас идут зарядники. То есть мы энергию, которая у нас накоплена в системе, можем также, естественно, использовать для того, чтобы заряжать какие-то предметы из этой модификации. Вот, их опять же здесь у нас разные мощности есть. Есть вот такой вот самый простой. Да, есть более продвинутый обычный проводной зарядник, есть улучшенный проводной зарядник. Вот, то есть, допустим, запитываем, да, энергией. И потом сюда можем класть, соответственно, какие-то предметы из этой модификации. Даже смотрите, здесь подсвечивается то, что можно заряжать любые предметы, которые используют РФ-энергию. В том числе вот из драконика там что-то появляется и так далее. То есть такое зарядное устройство, довольно интересное, как вариант. Далее, значит, что интересно, здесь появляется также такой свой беспроводной зарядник. По идее, он должен заряжать предметы в инвентаре игроков. Так, вот, ставим его, например, к источнику. И, соответственно, энергию он на каком-то расстоянии там распределяет. Для этого у нас еще есть такие вот беспроводные зарядные антенны, которые, как я понимаю, улучшают радиус, да, увеличивают радиус зарядки. Вот такая беспроводная зарядная антенна и улучшенная беспроводная зарядная антенна. Если что, шифтом здесь можно нажимать и увидеть как бы дополнительную информацию, да, как этим пользоваться. Так, далее давайте перейдем к рассмотрению обелисков, которые тут появляются. Обелиск с опытом я буду рассматривать в отдельном видео, он очень полезный. И притягивающий обелиск я тоже буду рассматривать там в связке с электрическим спаунером. Остальные обелиски — это у нас обелиск отвращения. Вот, он требует, сейчас посмотрим, чтобы мы здесь указывали флаконами в душ мобов, каких мобов именно нужно отталкивать, да, то есть, ну, точнее, наоборот, он запрещает спаун определенных мобов. То есть здесь мы указываем, какие мобы не должны спауниться через флаконы. Вот, и вот так вот, кстати, мы можем подсветить, в каком диапазоне. Чем более мощный конденсатор мы ставим, тем больше, по идее, у нас должен быть радиус. Вот, раз, видите, какой огромный, ничего себе. Вот такой вот конденсатор поставили, самый мощный, он на какую дистанцию у нас это все работает. Так, далее у нас идет обелиск замедлителя. Он предотвращает телепортацию в зоне действия. Вот, ну, то есть, опять же, какой-то обелиск, да. Сюда можно поставить, чтобы радиус прокачать, да. Там 80, это что, я не знаю, даже, наверное, радиус или диаметр. Ну, на очень большой дистанции в любом случае работает. Вот если вам нужно предотвращать телепортацию. Далее, погодный обелиск и обелиск перемещения. Обелиск перемещения перемещает мобов в зоне действия. Честно говоря, не проверял, как он работает, потому что с телепортацией, опять же, видимо, получается, здесь нужно указывать, каких мобов нужно телепортировать с помощью флаконов. Вот, а радиус мы прокачиваем с помощью конденсаторов. Так, здесь есть свой погодный инструмент для управления погодой. Но для того, чтобы он работал, помимо энергии, да, которую мы запитать должны, этот механизм, здесь нужно еще заливать жидкости, которые отвечают за погоду. Вот. Если про это интересно более подробно, напишите в комментариях, я, может быть, что-то отдельно сниму про это. Вот. Но, на мой взгляд, есть все-таки более простые инструменты для управления погодой, например, в том же Draconic Evolution. Так, далее. Переходим теперь к таким полезным механизмам, как дробилка, завод сплавов и электропечь. Ну, электропечь, она чем-то напоминает, наверное, те же печки из Industrial Craft, там Thermal Expansion. Запитываем энергией, да, кладем какую-нибудь там, не знаю, руду, например. Давайте возьмем руду, руда золотая, кладем, ну и, собственно, все. Процесс плавки пошел. Ну, здесь интересно тем, что можно вот, допустим, так вот разложить по 3 ячейкам, да, и по идее одновременно они будут жариться. Давайте сейчас посмотрим. К сожалению, как я понимаю, вот этой печки нету каких-то продвинутых версий, да, поэтому... Ну да, вот сразу 3 слитка, например, пожарил, что в принципе тоже неплохо, да. Так, далее. Еще более крутые полезные штуки. Это вот дробитель, у которого уже есть продвинутая версия. Давайте, кстати, возьмем, наверное, самую лучшую версию. Давайте еще покажу крафты. Вот такие вот крафты у нас здесь.
Здесь вот так вот у нас крафтится, а здесь вот так вот у нас крафтится. Здесь уже какие-то шестеренки такие продвинутые, да. Простой завод сплавов крафтится вот так. Дробилочка вот. А улучшенная версия вот, соответственно. А простая электропечь имеет довольно простой крафт. Так, еще, наверное, здесь я покажу, как у конденсаторов крафт происходит. У вибрирующих конденсаторов уже используются 8-слойные. Блок конденсаторов, да. Датчик для энергии. Такой вот простой зарядное. Проводной зарядник. Улучшенный зарядник. Беспроводной. Так, и давайте обелиски тоже покажу с крафтом. Видите, здесь головы используются. Обелиск перемещения. В качестве крафта используется обелиск отвращения. Обелиск замедлителя. Погодный обелиск. Вот. Так, а теперь дальше давайте рассмотрим, соответственно, как работает у нас дробилка. Возьму улучшенную версию. Опять же видим, что здесь у нас нужно какой-то конденсатор, да, вставить. Это первый момент. И тут еще дополнительный слот появляется. Да. Вот такой вот. Это у нас как бы своего рода катализатор. Сюда мы можем вставлять кремний или там шарики специальные из сплавов в этом моде. Вот если мы сейчас поставим сюда кремний, то по идее выход дополнительной продукции у нас увеличивается. То есть любая какая-то руда, да, или что-то типа того, что может здесь дробиться, имеет еще дополнительный шанс получить что-то дополнительное. Вот, например, если мы какую-нибудь гранатовую руду дробим, у нас есть шанс 15%, что мы получим булыжник. С помощью таких вот катализаторов, таких вот шариков или кремния мы этот шанс повышаем. Вот, целая куча возможных там крафтов, дробления, да. Кстати, довольно интересно, что можно краситель вот так вот подробить и с высоким шансом получить там 2-3 и более, да. Вот такая вот дробилка может быть чрезвычайно полезной. Далее у нас идет завод сплавов. Так, давайте посмотрим, как у нас этот будет работать. Ну, во-первых, опять же, требует конденсатора, само собой, да. Энергию подводим. И посмотрим, какие здесь рецепты возможны. Как видим, по сути, здесь два режима. Есть это вот плавка, да, то есть напоминает чем-то печку. То есть можем сюда какую-нибудь там пыль закинуть. И вот она пожарится. Причем видите, как быстро работает такой вот улучшенный завод сплавов. Вообще очень быстро. То есть и зачем тогда, в принципе, электропечка, да. Далее, второй режим это у нас, собственно, сплавы, да, создавать. Здесь уже какие-то перемешиваются там слитки, какие-нибудь руд и самая пыль, например. И мы получаем разные сплавы. Вот, которые в этой модификации или в других модификациях используются. Вот целая куча возможных вариантов. Так, кроме того, значит, здесь вот есть еще в механизмах Vendor.io такая вот вкладка «Настроить вход-выход», да. Давайте я продемонстрирую, как это происходит. Сейчас возьмем, например, сундук, поставим с этой стороны, поставим с этой стороны. Так, давайте тут запитаем энергией. И, например, в этом сундуке у нас какой-то материал лежит. Это может быть, например, какая-нибудь пыль. Допустим, это будет у нас пыль серебряная, да, кладем ее сюда. И, соответственно, заходим. Давайте здесь ставим конденсатор. Так, и указываем, что, видите, такая визуализация довольно прикольная. И вот тыкаем по вот этой стороне и говорим, что с этой стороны давай-ка вот тяни. Он будет забирать, а с этой стороны мы говорим ему толкай. И результаты, соответственно, переработки будут попадать у нас сюда. Очень удобно и классно. То есть никаких больше улучшений не нужно там и так далее. Просто с помощью этой вкладки можем настраивать это все. Очень удобно, очень круто. Так, далее. Значит, в этом моде есть своя система телепортации. Такой вот блок телепорта. Значит, устройство вызова. И якорь путешествия. Значит, вот эту вот систему с блоком телепорта я подробно рассматривать не буду, поскольку, мне кажется, в других модификациях есть куда более удобные устройства для телепортации, в том же Draconic Evolution, например. Ну, или в Industrial Craft, да, телепорт. Но если вам интересно, то напишите в комментариях, возможно, я какое-то отдельное видео сниму про телепортацию. Вот, по идее, сюда мы подаем энергию, сюда мы подаем, соответственно, расу пустоты, указываем там координаты, да.
И, соответственно, можем куда-то телепортироваться. Но в этой же модификации есть более удобный такой телепорт, очень простой. Ну, по крайней мере, внутри вашей базы вообще не проблема телепортироваться. То есть смотрим на такой же блок и, соответственно, раз, шифтом, например, перемещаемся. Очень удобно. Если где-нибудь в зоне видимости, например, то должно все очень удобно, прекрасно работать. Особенно игроки обожают такую штуку использовать где-нибудь на варпе. Вот. Так, далее. Давайте, что у нас еще полезного осталось. Здесь есть такие вот буферы, то есть есть предметный буфер, да, где-то там можно использовать как какое-то хранилище, там, например, для предметов. Есть, соответственно, такое же энергохранилище и, соответственно, скомбинировано у нас энергохранилище с предметным буфером. Честно говоря, не находил у себя где-то на базах полезного применения этих штук, но вдруг вам пригодится. Вот, соответственно, крафты такие вот достаточно простые. Энергобуфер. Универсальный буфер, просто является комбинацией. И, соответственно, у нас остается вот такой вот светильник еще есть, который питается от энергии из этой модификации. Электрический светильник. И остаются у нас еще покрасочный механизм, отрубатель, скрещиватель и вакуумный сундук. Очень полезные штуки. Значит, вакуумный сундук, он притягивает в себя предметы, которые мы вокруг него разбрасываем. У него есть определенный радиус действия. До 6 блоков. К сожалению, прокачать никак не получится. Можно только уменьшить. Там до 1 блока, соответственно. Вот мы можем подсветить радиус действия. Вот мы можем контролировать, да. Больше не получается. Меньше можно. Здесь у нас еще есть слот под фильтр. Про фильтр мы будем подробнее говорить, когда будем рассматривать трубы. Просто кладем сюда фильтры. Внутри фильтра указываем, соответственно, какие предметы он может забирать. Либо, наоборот, какие предметы не должен брать. Вот. Очень удобная штука, часто ей пользуюсь там на серверах или где-то в режиме выживания. Видим, да, что вот у нас в этой зоне он будет поглощать. Потом можно с помощью труб куда-нибудь это все откачивать. Классная штука, очень простая и удобная. Тоже есть режимы там переключать, да. Соответственно, там по красному камню может работать или без него вот все втягивать. Крайне рекомендую к этой штуке присмотреться. Далее у нас есть такой вот покрасочный механизм и отрубатель и скрещиватель. Давайте их рассмотрим, в чем, значит, их фишка. Отрубатель и скрещиватель просто, по сути, механизм, в котором мы получаем некоторые ингредиенты для дальнейших крафтов. Вот у нас крафт, кстати, покрасочного. Вот у нас крафт отрубателя и скрещивателя. Тут два варианта. Ну, тут как бы разные просто используются головы и тому подобное. И вакуумный сундук. Не такой сложный особо крафт, да. Ну, как минимум алмаза требует. Так, значит, здесь у нас, как мы видим, сейчас мы посмотрим, какие здесь рецепты. Их на самом деле немного. Вот, совсем немного. То есть они просто производят некие ингредиенты, по сути, для последующих крафтов. Вот. А что касается покрасочного, здесь довольно интересно. Во-первых, у него, ну, он требует тоже конденсатора. И здесь мы, соответственно, видим два слота. Первый — это предмет, в котором мы хотим покрасить. Например, давайте возьмем какой-нибудь кварц, да, красивый кварц. Кварцевый блок. Вот. Далее мы сюда кладем то, что мы хотим покрасить. Сюда может подойти забор, может подойти, например, какие-нибудь ванильные блоки. Тоже, например, светящийся камень. Вот давайте попробуем покрасить светящийся камень в, например, кварцевый блок. Вот такая у нас текстурка получается. Интересная. Светящийся, например, получился у нас такой кварц, по сути. Интересно. Вот. Можно плиты красить, можно там красить, соответственно, заборы и тому подобное. Тоже довольно прикольно, полезная штука. Так, ну и вроде бы мы все самые полезные предметы рассмотрели, механизмы в этой модификации. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. До следующих серий, пока.